Всем здравствуйте, меня зовут Пауля Гарсия, я мексиканка, и я сегодня хотела бы вам рассказать о том, что сейчас происходит в своей жизни. Как вы знаете, или, наверное, вы не знаете, я сейчас живу в России. Я приехала в Россию в конце апреля этого года. И, я хотела делать какой-то влог, чтобы вам показать, какая у нас жизнь как иностранцы. Я иностранка, это ясно, это очень ясно. У меня акцент, можно сказать. Наверное, много русских хотят знать, как жизнь для нас, иностранцев, сейчас, в 23-м году. Погнали! Как получить деньги из Мексики? У меня есть деньги в мексиканском банке, а как вы знаете, SWIFT больше не работает в России, поэтому нам надо было найти другой способ, чтобы получить такие деньги, и это крипто. Да, это крипто. Есть очень известное приложение, которое называется Binance. Я могу вам показать икон, вот чуть-чуть. И вы можете скачать приложение. Конечно, как это крипто, это не на 100% безопасно, потому что мы не знаем, что будет через 5 секунд с криптами и валютами. И, у меня пока еще никогда не было проблем. Я обменила всегда 4000 рублей можно обменить в каждом моменте, чтобы никогда не обменять вот какое-то большое количество денег, и вот это может быть немножко опасно, потому что ты никогда не знаешь, что будет через минуту с криптовалютами, как я сказала. Binance это хороший вариант. И как Binance работает, тебе надо продать мексиканские песос и купить биткоин, Ethereum или просто USDT, типа доллар, а потом продать такие крипто, которые ты купила, и продать, чтобы получить рублей. Это на самом деле не сложно, но я могу потом показать, как я это делаю. Мои друзья мне помогли, и я очень быстро выучила, как это делать. Как я живу, где я живу, сколько все это стоит, я вам расскажу. Я учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Я изучаю на магистратуре, и моя программа на самом деле начинается в сентябре этого года. Я до этого сделала подготовительный факультет, который, просто это очень интенсивный курс русского языка, чтобы я была готова для магистратуры. Я живу в общежитии. Почти у всех вузов в России есть такая возможность. Люди могут жить в общаге, это неплохо, это недорого, и вот у тебя есть студенческая атмосфера вокруг тебя, можно сказать. Общежитие стоит 2000 рублей каждый месяц, если у тебя нет бюджетного места. У меня есть бюджетное место, которое значит, что я учусь бесплатно. Я могу делать другое видео об этом, чтобы вам помогать поступить. Как я до этого только была студенткой подготовительного факультета, я еще не официальная студентка, поэтому я оплатила все это время 2000 рублей. Но в сентябре все будет 500 рублей. Это будет просто 500 рублей. Это вообще неплохо. 2000 рублей сегодня это, $20. И 500 рублей это, скорее всего, $5 в месяц. Где ты можешь жить за $5? Нигде. Это просто замечательно. Вау.
Еще другие требования, это, например, транспортная карта. Если ты студент, как я, у тебя может быть скидка для студентов. Это, значит, что ты можешь оформить студенческую карту для транспорта, которая стоит каждый месяц 1305 рублей, если я не ошибаюсь. И это тебе разрешает использовать метро, автобус, троллейбус и еще другой способ транспорта, который я не помню, потому что я никогда не использую его. Но да, неплохо. Потом интернет. В общаге нет интернета. Это очень грустная история. Но вам нужно знать, что интернет в России это не дорогой услуга. Я каждый месяц оплачиваю 800 рублей или 840, я не уверена. А это с компанией МТС. МТС мне дает 50 гигабайт интернета каждый месяц, а я использую этот интернет. Это достаточно каждый месяц, без проблем. Еда. Вот этот момент, конечно, всегда по-другому. Это зависит от каждого человека. Зависит от того, что ты хочешь есть. Но я сказала бы, что я каждый месяц могу тратить 5000 рублей на еду. Это, можно сказать, 1200 рублей каждая неделя. Последний пункт – это стирать одежду. Здесь в общежитии или в зоне, где общежитие находится, есть возможность, чтобы стирать одежду. Это стоит 130 рублей каждый раз. И вот все. Если у тебя есть твой порошок, который мой совет на самом деле, если ты можешь купить в магазине твой порошок, чтобы стирать одежду, это будет дешевле вообще. И, наконец, последний момент сегодняшнего дня, это будет онлайн-шоппинг или онлайн-покупки. Как вы знаете, Amazon и так далее не работает в России, поэтому есть другие варианты. Например, Озон и Wildberries. Они оба крутые, это, онлайн-шоппинг. И они недорогие. Я недавно заказала, я вам покажу, эти банды, чтобы делать упражнения. Заказала 3. В итоге я платила, наверное, 300 рублей для 3. И потом я заказала вот такие гантели, они 3 килограмма. Я заказала 2, и в итоге я платила как 600 рублей. Ну, можно сказать, что в итоге гантели и банды, наверное, 1000 рублей. Неплохо. И я заказала, не знаю, в четверг, а в пятницу я уже успела забрать. А есть пункты доставки везде в России, рядом с общежитием, а мы живем очень далеко от центра города. И я только ходила и все собрала. Замечательно. И это все, ребята. Надеюсь, что вам все очень понравилось. Если у вас есть несколько вопросов, пожалуйста, напишите мне. Я хочу об этом знать. А если вы хотите, что я сделала другое видео о том, что еще, тоже, пожалуйста, скажите мне. И все. Пока-пока. Увидимся.